Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как можно просто и быстро связать вот такой вот стильный топ. Для него я использую пряжу Cotton Soft от фирмы Rilana. Длина пряжи 50 грамм, 150 метров. Для размеров SXS, то есть 36-38 примерно, 34, достаточно 100 грамм пряжи. От размера 38-40 понадобится примерно 150 грамм пряжи. Крючок я использую 3,5. Этот топ я связала без пуговиц, то есть у меня впереди и сзади нет пуговичек. В конце видео я вам показала возможность, как можно впереди, например, связать открыто и сделать пуговицы. Вот здесь я покажу, сколько нужно набирать петель. Для размера 34 92 петли я набирала, 36, 38 и так далее. Я расчет сделала, естественно, потому как я сама вязала. Вам это только примерный расчет, точный расчет я вам сделать не могу. Зависит еще от того, какая у вас пряжа, как вы вяжете и так далее. Но можно сделать еще следующим образом. Набираете петли от центра груди по спинке и до центра груди с другой стороны. И потом мы вяжем по кругу основную часть. Набираем петли, сколько вам необходимо, или по тому расчету, который я вам показала. Для этого я завожу крючок под нить, поднимаю нить вверх, прокручиваю крючок. Держу нить внизу и провязываю первую воздушную петлю. И таким образом я провязываю, набираю воздушные петли. Воздушные петли я набрала. Теперь мы начинаем вязание. Я вам покажу все это в маленьком формате. Ниточку мы отрезаем и начинаем вязание по середине набранных петель. То есть я примерно складываю вместе, точно не нужно высчитывать. И вот здесь вот посередине начинаю вязание. Беру нить. Протягиваю ее и провязываю 3 воздушные петли. И теперь в каждую воздушную петлю я провязываю по одному столбику с накидом. И вяжем по одному столбику с накидом до конца ряда. Каждую воздушную петельку я провязываю столбик с накидом. Вот таким вот образом. И так вяжем далее. Вот я довязала до конца ряда. Теперь у нас вот здесь последняя воздушная петля. Теперь мы вяжем в последнюю петлю, провязываем 3 столбика с накидом. Завожу крючок, провязываю первый столбик с накидом. Сюда же в эту же петлю второй столбик с накидом. И третий столбик с накидом. Одна воздушная петля. И опять в эту же петлю я провязываю 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик и третий столбик с накидом. И теперь мы вяжем другую сторону. То есть вот здесь, где мы уже столбики провязали, мы опять провязываем в каждый столбик по одному столбику с накидом.
Смотрим, где мы вязали столбики, и в каждый столбик вот здесь завожу крючок и провязываю по одному столбику. У нас здесь столбик, завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Довязали мы там, где до середины. Теперь продолжаем вязание. Также в каждую воздушную петлю я провязываю по одному столбику с накидом и вяжу до конца ряда столбики с накидом. Так, вяжем до конца. В конце ряда у нас осталась одна воздушная петля, и мы также провязываем, как и с другой стороны, 3 столбика с накидом в последнюю петлю. Первый столбик, второй столбик и третий столбик с накидом. Одна воздушная петля. Еще раз 3 столбика с накидом в эту же последнюю петельку провязываем. И теперь мы вяжем столбики. В каждый столбик первого ряда вот сюда заводим крючок, там, где у нас уже столбики провязаны. В каждый столбик я провязываю по столбику. И так вяжем до конца ряда. Вот так у нас выглядит. В конце ряда я соединяю все это соединительной петлей. В третью воздушную петлю завожу крючок и соединяю. И теперь левую через правую провязываю. Вот так вот у нас выглядит. Следующий ряд я начинаю с 3 воздушных петель. И теперь провязываю в каждый столбик по одному столбику. Итак, вяжем, пока мы не дойдем посередине, вот здесь, где мы провязали воздушную петлю. Вяжем в каждый столбик по одному столбику. Вот, я теперь довязала до воздушной петли. До этого в ряду мы провязывали с каждой стороны по 3 столбика с накидом. Теперь мы будем вязать немножко по-другому. Я завожу крючок и провязываю один столбик с накидом, одна воздушная петля, и теперь я провязываю 3 столбика с накидом. Завожу сюда же крючок и провязываю 3 столбика с накидом. И теперь вяжу в каждый столбик по одному столбику с накидом. Вяжу до... Вот здесь вот в каждый столбик завожу. Вот здесь вот у нас первый столбик. Немножко можно отодвинуть. Вот сюда заводим крючок. Провязываем первый столбик. И в каждый столбик по одному столбику. И вяжу до конца ряда с другой стороны. То есть вот я довязала до следующей воздушной петельки. И теперь здесь с этой стороны я провязываю теперь наоборот. Сначала 3 столбика с накидом. Третий столбик. Теперь одну воздушную петлю. Еще раз заводим крючок сюда же и провязываем один столбик с накидом. То есть там, где один столбик, это у нас нижний край топа будет.
И теперь я вяжу опять в каждый столбик по одному столбику с накидом. И вяжу до конца ряда. То есть вот этот ряд, край, который мы сейчас вяжем, это нижняя сторона топа. К низу мы всегда вяжем один столбик, добавляем, а сверху добавляем, вяжем 3 столбика. Таким вот образом довязываем до конца. Довязала до конца и теперь соединяем в третью воздушную петлю соединительной петлей. И теперь мы вяжем таким образом дальше. Опять начинаю вязание, 3 воздушные петли, и в каждый столбик я вяжу по одному столбику с накидом. Вяжем до воздушной петли. И вяжем вот сюда до центра. Я довязала, и здесь опять нам теперь видно, где мы один столбик прибавляли, а где 3. И повторяем точно так же. Сначала вяжем один столбик, как вот до этого мы вязали, а потом 3 столбика. Вот в воздушную петлю завожу крючок, провязываю один столбик с накидом, 1 воздушная петля, и теперь я провязываю 3 столбика с накидом. И теперь в каждый столбик я провязываю по одному столбику с накидом. Итак, вяжем до следующей воздушной петли. Вот я довязала. И здесь делаем точно так же. Смотрим, где мы добавляли 3, а где 1. То есть здесь мы вяжем наоборот. Сначала 3 столбика, воздушная петля, а потом 1 столбик провязываем. То есть провязываю воздушную петлю, сначала 3 столбика, одна воздушная петля и теперь 1 столбик с накидом. И теперь в каждый столбик провязываем по одному столбику. Первый столбик тоже не забываем, не пропускаем. И в каждый следующий столбик провязываем по одному столбику с накидом. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда соединяем. Вот. И таким образом мы вяжем все следующие ряды, как мы с вами провязывали. Вот с этой стороны сначала 1 столбик вяжем, потом 3, и с другой стороны наоборот. Вот я уже провязала. Я для своего размера провязала 9 рядов, то есть полностью высота у нас получается 18 рядов. В круговую в 9, а полностью высота получается 18. Вот таким образом выглядит. Вот так вот выглядят чашечки. Они должны смотреть вниз в одну сторону. Вот так мы соединяем внизу, и у нас нижний край, он получается ровным. Здесь впереди мы потом зашиваем. Так же, как я вам уже говорила, можно сделать также и на пуговичках. Это я вам покажу потом попозже, в конце видео. Мы складываем правую сторону на правую, складываем вместе. И вот здесь вот с нижней стороны мы будем зашивать.
Я делаю крючком, вы можете также зашить иглой. Можно завести вот здесь, вот, где у нас воздушная петля. С одной стороны в первый столбик я завожу крючок и воздушная петля с другой стороны. И также в первый столбик я завожу крючок. С одной стороны вот и с другой стороны также протягиваю нить и вяжу как бы воздушную петлю. И теперь также делаем дальше, заводим крючок с одной стороны, и с другой у нас на крючке 2 перемычки, и вот такими вот соединительными петельками я зашиваю. Следующие 2 перемычки с одной стороны, 2 с другой. И таким образом слишком сильно не затягивайте, чтобы все это не стянулось. И вот так вот выглядит с лицевой стороны. Высоту я прошила примерно вместе 10 столбиков, но вы можете померить и посмотреть, можно больше или меньше прошить, как вам лучше подходит. И теперь я вот так вот протяну нить. И теперь мы с вами будем обвязывать нижний край. Здесь вот у меня еще осталась нить. Этой нитью я продолжаю вязание. Вяжу 3 воздушные петли и 1 столбик с накидом. Вот здесь вот этот столбик. 1 воздушная петля. Снизу пропускаю 1 столбик и во второй столбик провязываю столбик с накидом. И вяжу 2 столбик с накидом. Теперь мы повторяем: 1 воздушная петля и 2 столбика с накидом. 1 петлю пропускаем внизу и вяжем 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Воздушная петля, 1 пропускаем и вяжем 2 столбика с накидом. Вот так выглядит внизу узор. 2 столбика, 1 воздушная. И теперь мы вот здесь посередине вязания впереди я провязала вот здесь вот перед воздушной петелькой последний столбик. Здесь у нас воздушные петли. И теперь вот я посередине провяжу 2 столбика с накидом. Воздушную петлю я пропустила. И вот здесь вот посередине провязываю 2 столбика. 1 воздушная петля. Воздушную петлю я пропускаю и в первый столбик после воздушной также провязываю столбик с накидом. И вяжу дальше по рисунку 2 столбика с накидом, воздушная петля и так далее. Итак, вяжем до конца ряда. Я довязала, и в конце ряда пропускаю воздушную петлю и вяжу 2 столбика с накидом. Здесь у нас не совсем совпадает узор, но можно оставить или 4 столбика, или можно здесь также провязать 1 воздушную петлю. Я провяжу воздушную петлю и соединю вот здесь вот соединительной петлей. В принципе, оно практически не видно. Можно оставить 2 столбика, или если у вас 3, можно 3 оставить. Или же считать петли, но это скорее будет немножко сложновато, потому что мы вязали по кругу. Поэтому сделаем так. И теперь я начинаю вязать следующий ряд. Провязываю
3 воздушные петли. И вот в первый столбик я провязываю столбик с накидом. Этот ряд мы провязываем в каждую петельку по одному столбику. Воздушная петля у нас вот здесь, я также провязываю один столбик с накидом и в каждый столбик провязываю по столбику. Воздушная петля, здесь провязываю тоже один столбик и в каждый столбик по одному столбику. И так мы провязываем весь ряд, то есть в каждую петельку я провязываю по столбику с накидом. Довязала до конца ряда и здесь вяжу соединительную петлю сверху в третью воздушную, завожу крючок и соединяю вязание. И теперь мы вяжем следующий ряд, 3 воздушные петли. В первый столбик, вот здесь у нас воздушные, вот сюда завожу крючок, провязываю первый столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаю 1 и вяжу 2 столбика с накидом. И так вяжу до конца ряда. В конце ряда мы довязываем и также соединительной петлей соединяем. И последний ряд я провязала также столбики с накидом в каждую петлю. Теперь мы с вами будем еще обвязывать сверху. Как я уже говорила, мы вот здесь вот снизу зашили вот от этой воздушной петли, где у нас кверху где-то примерно 10 столбиков, 10-11 столбиков. Теперь я делаю следующее. Вот наверх я отсчитываю 29 столбиков, и вот здесь вот я маркеры сделала. Лучше всего, конечно, померить и посмотреть, то, куда вам нужно обвязывать. И теперь вот здесь начинаю вязание, беру нить, протягиваю и вяжу 4 воздушные петли. 1 петельку пропускаю, в следующую вяжу столбик с накидом. 1 воздушная петля, 1 петельку пропускаю, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик пропускаю, провязываю столбик с накидом. И так вяжу этот узор до вот здесь, до середины. До середины я провязала. Вот так вот выглядит. Вот здесь вот 1 столбик я не провязывала внизу. Это мы оставим. Здесь с этой стороны тоже 1 столбик мы оставим, 1 петельку. И начну вязать в следующую петлю вот здесь. Эту пропускаем. Завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Воздушную петлю я между не вязала. И продолжаем узор. Воздушная петля, столбик с накидом. И так вяжем до маркера. Продолжаем вязание до маркера. До маркера я довязала. Воздушная петля, 1 петлю пропускаем и провязываем столбик с накидом. Следующий ряд я начинаю 4 воздушные петли, поворачиваю вязание и в первый столбик провязываю столбик с накидом. 1 воздушная, в столбик провязываю столбик с накидом. 1 воздушная и так далее. И так вяжу до нижнего края, где у нас вырез. Внизу я провязала в предпоследний столбик с накидом. 1 столбик пропускаю с одной стороны и 1 столбик, то есть 2 столбика я пропускаю, в третий столбик я провязываю столбик с накидом.
Здесь я также воздушную петлю между ними не провязывала. Теперь вяжу все по рисунку: воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и так далее. И так вот у нас выглядит внизу вырез. И в конце вязания воздушная петля. И вот здесь еще завожу крючок в третью воздушную петлю и провязываю столбик с накидом. Можно просто в арочку завести крючок. Следующий ряд также начинаю с 4 воздушных петель, поворачиваю вязание и вяжу все по рисунку до нижнего края. Вот так мы довязали, и теперь мы провязываем внизу. Я также последние 2 столбика, вот здесь я их пропускаю, и в третий столбик вяжу столбик с накидом. Воздушную петлю между этими столбиками я не провязывала. И дальше вяжем по рисунку. И теперь мы с вами сразу начнем вязать бретельки. Я провязываю одну воздушную петлю, и вот здесь вот в средний ряд я завожу крючок, вот этот средний ряд, и провязываю столбик с накидом. 4 воздушные петли, поворачиваю вязание. Теперь вот этот первый столбик я провязываю 1 столбик с накидом. 4 воздушные петли, поворачиваю вязание. И вот здесь вот в третью воздушную петлю снизу завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Таким образом 4 воздушные петли, поворачиваю вязание. И также одну вот здесь посередине пропускаю, в третью воздушную петлю завожу крючок и провязываю столбик с накидом. И вот таким вот образом выглядят наши бретельки. И также повторяем: 4 воздушные петли, поворачиваем вязание и в третью воздушную петлю завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Вот таким вот образом у нас выглядит. И то же самое повторяем с другой стороны. Вот здесь я одну пропускаю воздушную петлю, завожу крючок, протягиваю нить и провязываю одну воздушную петлю. И теперь средний ряд, вот здесь завожу крючок посередине и провязываю столбик с 1 накидом. Так вот выглядит. Теперь 4 воздушные петли, поворачиваю вязание. Вот здесь вот в этот столбик завожу крючок и провязываю столбик с накидом. И теперь мы то же самое повторяем: 4 воздушные петли, поворачиваю вязание и в третью воздушную петлю провязываю столбик с накидом. 4 воздушные, столбик с накидом и так далее. И вяжем нужной нам длины бретельки, как вам подходит. Для бретелек я связала 18 петель, где-то примерно 27 сантиметров. Вы их можете длиной связать индивидуально.
И теперь нам нужно их сзади пришить. Вот у меня вот здесь от начала узора я отсчитала 18 столбиков. Вот здесь у меня маркер. Посередине у меня где-то примерно 27 столбиков. И здесь тоже 18 столбиков. Вы можете пришить так, как вам подходит. То есть индивидуально можете мерить и смотреть, как вам лучше подходит. И теперь мы все это пришиваем. Бретельки пришиваем. Я это делаю обычной иглой лучше всего. Крючком здесь не очень хорошо получится. И пришиваем так, чтобы хорошо выглядело. Точно я вам не могу сказать, как именно я пришила. Смотрите, как я пришиваю. Пришивайте аккуратно. Вот так вот выглядят мои бретельки пришитые. И теперь нам осталось убрать нити. Я это делаю следующим образом. На изнаночной стороне нить можно вот так вот разделить на две части. Одинаковые примерно. Вот теперь берете крючок. Одну нить из обоих где-нибудь вот так вот протягиваем. И теперь можем завязать узелок. Можно еще пару раз куда-нибудь протянуть в сторону низа, нижнего края. Вот таким образом. И потом можно отрезать. Можно еще один узелок завязать, как хотите. Вот таким образом я убираю все нити. Ну и, в общем-то, и все. Мы с вами топ связали. Еще я вам покажу другую возможность, как можно впереди связать на пуговицах. Сначала мы с вами свяжем нижний узор. То есть мы его будем не по кругу вязать, а рядами. Начиная с 3 воздушных петель, 1 столбик с накидом. 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаю и вяжу 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля, 1 пропускаю и вяжу 2 столбика с накидом. И так вяжете до конца ряда. И теперь начинаем второй ряд вязать. Это ряд со столбиками без воздушных петель. Начинаем с 3 воздушных петель и в каждую петельку провязываем по столбику с накидом. В каждый столбик вяжем по столбику, воздушную петлю вяжем 1 столбик и в конце ряда вяжем 2 столбика с накидом. В столбик 1 столбик и между двумя последними петельками еще раз заводим крючок и провязываем последний столбик. Таким образом вы обвязываете топ внизу. Следующий ряд мы начинаем с 3 воздушных петель, опять же столбик с накидом, 1 воздушная и так далее. 1 пропускаем, 2 столбика с накидом. Вот и таким образом мы вяжем нижний край, то есть не по кругу, а рядами. И теперь мы свяжем с вами верхнюю часть. То есть у нас только отличие будет здесь вот посередине. По бокам вы также начнете вязать
как я вам показывала. То есть начинаем сбоку вязания. Я вам покажу на маленьком кусочке. Так же, как я вам показывала, начинаете вязание. 4 воздушные петли. Петлю пропускаем. Вяжем столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом и так далее. И вяжем до нижнего края. Не довязывая, естественно, вот эти вот 10 столбиков, которые мы в этом топе, мы их сшили. Вот здесь вот эти вот нижние 10 столбиков, мы их оставляем. 10-11 столбиков, сколько вам необходимо. Довязываем до туда наш узор. И внизу мы делаем теперь следующим образом. Последний столбик я еще раз уберу. Это у нас будет 10-й столбик снизу. Вот здесь вот предпоследний столбик. Вот здесь будет 10-й столбик. Воздушная петля я до этого провязала. Теперь делаю накид, завожу крючок, протягиваю нить и первые 2 петельки протягиваю. Теперь делаю 2 накида, пропускаю 1 петлю, в следующую завожу крючок, протягиваю нить, провязываю 2 петельки, еще раз 2 петельки. 3 петли на крючке, все 3 провязываю вместе. Ну, вот так вот у нас выглядит. Теперь вяжу 3 воздушные петли, поворачиваю вязание и в первый столбик провязываю столбик с накидом. 1 воздушная и все остальное вяжу по рисунку, довязываю до конца ряда и разворачиваюсь. Вяжу теперь последний ряд. Вот у нас здесь 2 последних столбика. Накид, завожу в первый столбик крючок, протягиваю нить, первые 2 петли провязываю. В следующий столбик накид, завожу крючок, первые 2 петли провязываю. 3 петли на крючке, все 3 петельки провязываю вместе. И вот такой вот край у нас получается. Такой у нас получается вот здесь тоже скос прямой. Вот если я это сюда приложу, то у нас получится вот так вот. С другой стороны, в принципе, мы вяжем то же самое. И теперь я вам покажу, как еще можно обвязать вот этот край, чтобы сделать дырочки для пуговиц. Также покажу вам на этом маленьком кусочке. То есть я вот здесь на верхнем крае нахожусь сейчас. Воздушная петля. Завожу вот здесь вот крючок и провязываю столбик без накида. Вот так вот провязываю столбики без накида. Примерно смотрю, чтобы их не было слишком много, чтобы и чтобы не было также слишком мало, чтобы это самое все не стянулось. Примерно смотрите, как лучше вязать. Здесь, где у нас петельки, здесь видно, здесь кажется, можно в каждую петлю провязывать по 1 петле. Вот здесь, где у нас воздушная петля, я также провязываю столбик без накида. Воздушная петля, поворачиваю вязание. И теперь вяжем столбики без накида. Для дырочки я провязываю 2 воздушные петли, пропускаю внизу 2 петельки и вяжу столбик без накида. Провязываю сколько нужно столбиков без накида. И для дырочки, опять же, смотря какие у вас будут
какая должна быть дырочка, провязываем 2 или 3 воздушные петли. В зависимости от размера ваших пуговичек. Вот так вот провязываем второй ряд, третий ряд также воздушная петля, и в каждую петельку провязываем по столбику без накида, и там, где воздушные петельки, я также провязываю 2 столбика без накида. Вот такая у нас получается планочка. И так довязываем до конца ряда. Столбики без накида, и там, где воздушные петельки, мы провязываем также по одному столбику, то есть я провязываю 2 столбика. Вот так вот выглядит. И вам осталось только еще пришить пуговички, и в принципе мы все с вами связали. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, буду очень рада. И до следующей встречи.